Меня зовут Валерия, и сегодня мне выпала честь пообщаться с тобой напрямую. Тогда давай начнем. Для начала, для тех, кто не слышал о тебе, о нашем художнике, я скажу пару слов. Итак, Дмитрий Листов– это молодой российский медиахудожник, который не придерживается какого-то конкретного стиля или тематики, так как искусство– это сублимация его мысли и окружающего пространства. Также это не первая работа у Дмитрия, которую он уже выставляет. Аукцион на NFT Stars– это не первый его опыт на NFT-рынке. И ранее Дмитрий выставлял свои работы на разных платформах и также участвовал в благотворительном фонде «Подари жизнь». Кроме того, постер к фильму «Китобой» Дмитрия занял первое место на 77-м Венском кинофестивале. Я считаю, что это очень крутое достижение, действительно, и ты большой молодец. Итак, наш первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, немного вообще о своем пути в мире искусства и NFT. Как это все случилось? NFT вошло в мою жизнь весьма так спонтанно. Я просто увидел работу Степы Брикспейсера, которую он продал на Super Rare, если я не ошибаюсь. Она пошла, точнее, средства с нее пошли на благотворительность, такую условно. Они пошли в поддержку фонда Навального. Вот. Мгм. И тогда, когда я это увидел, я не понял, что, то есть продать видео за такие деньги, типа как, почему, и начал изучать этот вопрос, и в то время как раз-таки а, очень бурную активность начал набирать Clubhouse. Но он только появился тогда в России. Это был, кажется, январь 2021 года. Вот тогда, собственно, я начал как-то изучать этот вопрос. Ребята создавали комнаты, в которых участвовало очень много популярных художников, и все обсуждали NFT. И, собственно, тогда, по-моему, ребята создали NFT Bastards, это телеграм-канал, в котором была вся информация о том, как зарегать кошелек, что для этого нужно, э, какая-то информация о площадках. На тот момент был только Rarible, и все ломились туда, потому что на Super Rare до сих пор, насколько я знаю, очень сложно попасть туда. Такой очень жесткий отбор художников идет. Но на Rarible тогда был весьма доступный вход, и все пошли туда. Потом, через какое-то время, я, собственно, пробовал выкладывать туда работу, но, к сожалению, она не продалась. И тогда появился Foundation. Ну, он не то, что появился, скажем так, он появился в инфополе российского NFT-комьюнити, и все начали ломиться туда. Но поскольку там нужно приглашение, это могли делать не все, но мне повезло. У меня был товарищ Евгений Зубков, который попал туда. Ну, и на каком-то условном кумовстве он мне подарил проходку так называемую. Вот. Ну и вот так, наверное, начался путь NFT, потому что как только я попал на Foundation, у меня продалась работа. Это была работа «Культура», где сотрудник ЖКХ закрашивает картину Брюлова «День Помпеи». Интересная Были, композиция. да, было очень много проблем с публикацией, потому что у меня там залагал MetaMask, что-то там пошло не так, я заплатил еще сверх деньги за отмену транзакции, потом еще, в общем, очень много стресса, но как только я ее выложил, я ушел спать, и на утро я просыпаюсь, и она уже типа висит на открытом аукционе, то есть на нее поставили ставку. Я просто такой, вау. Я посмотрел, там прошло часа 4 с момента публикации, даже не делал поста в Твиттер, что Мгм. типа вот я теперь здесь. Ну и как-то так. И ты в Прежде это чем продать влюбился. первую работу, я потратил, ну, достаточно много ушло в минус, прежде чем что-то хотя бы получилось, и об этом писали везде. И в целом до сих пор предупреждают многих художников, что NFT это не так просто и радужно, как кажется. Прежде чем вы продадите свою работу, вы можете уйти в очень серьезный минус, и это очень большие риски. Ну, то есть в нее нужно заходить, имея какой-то такой лишний условный багаж, чтобы Мгм. не жалко было с ним проститься. Но тем не менее, ты считаешь, наверное, как оно стоит того, вот участие в NFT-аукционах? Я думаю, лучше сделать, чем не сделать в целом во всем.
Да, согласна с тобой, и поэтому вот поговорим тогда давай о твоем предстоящем дропе и выставленной работе. Твоя работа называется «Донор». Что вдохновило тебя на ее создание? А, Я не могу сказать, что меня вдохновило что-то конкретное, то есть какая-то деталь или какая-то мысль. Это такая солянка из эмоций. То есть вдохновение на работу у меня происходит, я не знаю, может быть, не совсем так, как многие понимают, но я думаю, это касается многих художников, просто об этом не все говорят, что художник в первую очередь это визуал, и его может вдохновить все, что угодно. То есть он может просто, ну, у меня так происходит, я часто выхожу прогуливаться для того, чтобы я мог что-то увидеть, о чем-то подумать, и оно просто как-то так смешивается все в голове и появляется. На эту работу меня вдохновило. Я вот просто помню тот вечер. э, Это вспышки каких-то визуальных библиотек, которые есть в моей голове. э, Какой-то потом идет ритм в другие какие-то мысли. Но это примерно как описывать чувство любви. То есть невозможно сказать, типа, что именно, почему так произошло и как. Это просто какое-то такое фантомное чувство, которое я хотел передать. Ну и вот из этого как-то родилась вот эта работа. Здорово, да, я не раз сама слышала от художников, что вы можете вдохновляться буквально всем, что вас окружает. А вот Да. такой вот вопрос. Не кажется ли тебе, что смысл, который ты вкладываешь в работу, образ художника, который вот отдает себя безвозмездно и бескорыстно, они немного противоречат тому, что предлагает рынок NFT, мир NFT? То есть это ведь такое место, где даже новичок может выставить свою работу на обозрение всему миру и продать ее за миллионы. И это совсем, ну, немножко не вяжется с образом донора. Что ты считаешь? Я думаю, есть разная классификация художников, есть, как и в целом в традиционном искусстве, то есть в традиционной продаже работ, то есть испокон веков художники продавали работы, кто-то их делал априори для продажи, для кого-то, кто-то делал это просто потому, что он хотел что-то создать, оправдать какой-то свой творческий порыв, и по итогу получал за это бонус в виде вот какой-то покупки его работы. И в целом сейчас мне не кажется, что может прям любой это сделать, потому что рынок конфетти все-таки он развивается и очень многое отсеивается, но такая возможность присутствует. Но опять же, поскольку искусство субъективно, и, возможно, для меня этот человек будет новичком, ну или для кого-либо еще, по каким-то критериям оценивания, ну, техническим исключительно, а для кого-то эта работа откликнется, и он захочет ее купить. То есть изначально вопрос, наверное, стоит не в том, что ее кто-то купит, а в том, для чего и художник ее делает. То есть если художник ее делает для того, чтобы продать, то, наверное, да, это не совсем вяжется с моей работой. Но если художник делает ее потому, что он хочет ее сделать, а потом ее покупают, то художник к этому особо не причастен. Ну, то есть в целом, ну, дать возможность ее купить, мне кажется, это не противозаконно условно в каких-то Конечно. законах морали и искусства, поэтому я думаю, вопрос стоит лишь в том, для чего художник это делает. Я не ручаюсь за всех художников, создавая эту работу, ну, преподнося ее таким образом, что все как бы вот такие альтруисты от мира искусства. Конечно, есть разные люди. А ты себя больше к какому типу относишь художников? У меня есть только одна работа, которую я хотел именно сделать для продажи на NFT, но все же старался сделать это по-своему, не отходя от своей творческой какой-то личности, но это не потерпело успеха, поэтому она до сих пор висит. Но она мне нравится, потому что она выглядит так, как я хотел ее создать. Но, наверное, я больше отношу себя к художникам, которые сначала делают, чтобы сделать, а не для того, чтобы продать. Вот как-то так. Да, я считаю, что это тоже очень важно, и включая весь твой предыдущий опыт работе с миром NFT, какие у тебя ожидания от предстоящего аукциона или какие бы еще тебе мысли хотелось донести до зрителя вот своей картиной? У меня, если честно, не то, что нет ожиданий, я просто уже как-то
получил уроки жизненные, когда, ну, не стоит каких-то ожиданий себе выдумывать, потому что, как мы все знаем, эти розовые очки вбиваются внутрь, поэтому я просто уже плыву так по течению, такой, ну вот, возможно, будет неплохо. Если не будет, ну ладно, типа, так бывает тоже. Насчет мыслей, которые хотел передать, не хотел бы никому никакие мысли передавать в том плане, что все-таки искусство таит в себе некую магию для зрителя, и не хочется ее рушить своими доводами и вбивать в человека какие-то свои мысли. Хочется, чтобы человек видел что-то свое, и что-то свое у него откликалось внутри, и не портить эту целостность магии зрителя. Мгм. Поэтому пусть каждый для себя видит в ней что-то прекрасное или ужасное. Мгм. Это очень круто, что ты тоже нашел такое для себя дао, и, так сказать, у тебя нет каких-то грандиозных ожиданий, или наоборот, ты не боишься чего-то, что произойдет. Но, тем не менее, у тебя наверняка есть какие-то планы на будущее, как вот артиста, художника. Увидим ли мы еще твои NFT-работы, и какое бы далее направление тебе хотелось бы исследовать в искусстве? Да, я думаю, безусловно, конечно, у меня будут еще дропы на NFT, потому что в целом это такой убегающий трамвай, в который нужно забежать, чем уезжающий. И кто в него не успеет, я думаю, будет очень жалеть. Поэтому я все-таки попытаюсь с него запрыгнуть. Какие именно будут дропы и какое направление, я не могу сказать, потому что в целом на протяжении всего моего пути у меня очень варьировались направления. То есть изначально я хотел просто рисовать на бумаге, с этого начался мой творческий путь, потом я залез в Photoshop, потому что понял, что не получается рисовать, и хотел что-то другое делать, ну, что-то творческое тоже. Начал заниматься графическим дизайном, потом начал больше изучать рисунок, начал рисовать, потом начал рисовать на компьютере, потом залез в 3D, потом фотография. Сейчас мне нравится делать 3D-ролики, но пытаться делать их кинематографичными, возможно, будет потом кино. Мне нравится писать истории какие-то. Я хожу, когда по городу, я записываю что-то, там как-то пытаюсь это украсить, ну, более живописно написать именно текст там в плане. Поэтому я не могу сказать, какое будет направление. Может, потом будет какой-нибудь целый фильм на NFT. Вдруг такое будет возможно. Было бы круто. Да, это действительно было бы круто, и думаю, что, надеюсь, что сфера твоей деятельности расширится, и ты попробуешь себя в гораздо большем числе этих направлений в искусстве, и, возможно, даже изобретешь что-то новое. Может быть, ты станешь автором такого направления в NFT, как видеофильмы, или что-то большее, что-то другое. А, Возможно. Спасибо тебе за интервью. На Спасибо этом вам. у нас все. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо большое.